Вот, и другие книги. Очень образованный, знающий, преданный. Вот, фактически вырос в вайшнавской традиции полностью. Поэтому мы очень благословлены. Он сегодня прольет на нас вот свое общение. И я передаю ему слово. नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत समन्वित नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे Navadvipा Mандала. In Mayapur we have started a new preaching program. В Майяпуре мы начали новую проповедническую программу. It's called Tribal Care Initiative. Называется ISKCON Tribal. You know tribal? You know tribal? You know what is tribal? Tribal, yeah. You know tribal? Tribal. Oh, yes. Tribal people. О, это ISKCON, это путешествующая программа, проповедническая программа. So we go to preach in deep forest and mountain in northeast India. Это мы отправляемся обычно в такие глухие места, лесные леса, northeast India, в Северной Индии. Where 80-90% people are all tribal people. 80-90% этой проповеднической группы это путешествующие проповедники. And as during class, preaching and traveling, very cold, so I got throat problem. И обычно это сопровождается трудностями, такими как холод, допустим, вот очень у многих возникают проблемы с горлом из-за этого. Like 7 degrees, 80 degrees Celsius. И иногда температура доходит до 7-8 градусов Цельсия. Not cold for you because you are in minus. Cold for me. Конечно, это может не так холодно для вас, потому что у вас там до минуса доходится, но это очень холодно для нас здесь. For 1 month, 1.5 months, I could not speak anything. Полтора месяца я обычно ничего не могу сказать. I'm just recuperating from that. Just recuperating. You see, getting better. Я просто стараюсь все время выздоравливать. So I'm very happy that this year we have resumed the Russian group парикрама. Наконец, я очень счастлив, что опять вот российская группа парикрама опять возобновилась. Few years before, regularly we are having separate Russian groups. Несколько лет назад мы регулярно имели российскую группу отдельную парикрамы. We started with English, then Bengali, then Hindi, then Russian. Мы начали с интернациональной группы, потом присоединилась бенгальская, потом хинди группа, и потом уже присоединилась еще российская группа. But last few years we had no Russian groups парикрама. Но последние 3 года у нас не было российской группы парикрамы. But that is because the Russians, they said they don't get accommodation in Mayapur. Это потому, что недостаточно было места для проживания для русских преданных. And also many Maharajas, they bring Russian groups separately before Gaur Purnima. И многие старшие преданные, они приводили группы российских преданных отдельно до Майяпурского фестиваля. So, but I am very happy to see this year because our Russian devotees in Mayapur, they took interest with some endeavor to reorganize separate Russian groups. Но мне очень приятно видеть, что вот российская группа сейчас опять возобновилась, потому что у русскоговорящих преданных есть это желание иметь свою парикраму, группу парикрамы. How many Russian devotees you have? Сколько всего преданных российских, русских? 400. Yeah, I remember when the first time I started Russian group, it was 400. Then it was increasing, getting better. Я помню, что когда сейчас у нас группа 400-500 человек, и Махарадж говорит, что я помню, когда начиналась русская парикрама, она начиналась тоже 400 человек. А потом она увеличивалась, постепенно увеличивалась. I hope onwards Russian group members will increase now, number will increase. Я надеюсь, что в будущем количество участников будет увеличиваться, и также и лидеров тоже.
The Bengali group we started with 1000 devotees. Бенгальская группа была начата с количества 1000 преданных. And it increased. Now we have 3 groups. Each group has 2500 devotees. Total. Now each group. И потом она стала увеличиваться, и потом появились 3 группы, и каждая группа по 2000 человек. 2500 человек. We have 7500 Bengali devotees. И на сегодняшний день у нас 7500 бенгальских преданных. So one day, I hope we will have also 2500 Russian devotees, and you will all say Hari Bol. Я надеюсь, что однажды у русских преданных тоже будет 2500 участников парикрамы, и тоже также будете кричать Hari Bol. And I am sure, as far Russians are concerned, one day I can see they will be able to bring 2000-3000 Russians for this parikrama. Possible. Я на самом деле очень забочусь и очень заинтересован в том, чтобы в конечном итоге 2500-3000 русских преданных присоединились к парикраме. I'll tell you why. Я скажу почему. Because I have been to Russia many years before. Every year I used to go to Russia, Urals, Ekaterinburg, Param. I don't know whether you have seen me that time. Or you are new generation. Кто-то видел меня в этих... Я посещаю Россию каждый год. Уральск, Екатеринбург, и я вот каждый год приезжаю. Кто-то из вас видел меня во время моих приездов? Any of them, they have seen me there. Okay. Это означает, что это новое поколение преданных. Они даже меня не видели в прошлые годы. I have seen in many respects Bengali nature, Russian natures are same. Я вижу очень много сходства между бенгальской природой и русской природой. When I used to give class for hours, they were sitting and hearing. Обычно они могут часами слушать классы. Some would be crying. Некоторые начинают плакать. Just like Bangladesh. Точно так же, как и Бангладеш. Moreover, now in parikrama, European, American devotee number reducing. Но более того, сейчас количество европейских и американских преданных сокращается на парикраме. Hardly any white devotees in our international group. Hardly any white devotees. White? Yeah. Очень мало белых преданных. Because they cannot take trouble. American Europeans, they're a little bit difficult for them. Traveling, staying, so для американцев и европейцев немножко сложновато путешествующие вот эти неудобства воспринимать. But because of blessings of communism, they have built Russians very strong. Но по благословению коммунистов, русские преданные, они такие более выносливые, более стройные. That is one thing communist government has done. Communist government has kept Russians away from materialistic development. That's very devotional. Это одно из преимуществ, что коммунистическое правительство сделало, то, что не давая вот этого материального развития, в конечном итоге сделало людей более такими, более стабильными в своей жизни. So now we'll hear. This is the place called Sridhar Angan. Это сейчас мы послушаем об этом месте. Это место называется Sridhar Angam называется место. Before this place was a village, now it's abandoned, rejected, so like a forest. До этого здесь была деревня, но потом эта деревня запустела, и тут остался вот такой небольшой лес. Srila Vrindavan Das Thakur, so eloquently, so nicely, so emotionally, he has presented this subject matter of Sridhar, Kalavecha Sridhar. Шрила Вриндаван Дас Такур с большими подробностями он описал жизнь вот этого замечательного преданного Калавеча Сридхара. This really manifests, declares the magnificent, the magnanimity of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это действительно проявляет вот удивительное качество великодушия и
великодушие Шичитани Махапрабху, вот описание этой жизни. So once in Srivasangam, for 7 prahar, 1 prahar, how much? 1 prahar, 3 hours, 21 hours, constant kirtan was going on in Srivasangam. Однажды 3 прахары, это по 7 часов, это 21 час, беспрерывно шел киртан Шивасангами. So at one point, Mahaprabhu, he just climbed on top of the altar. И Читани Махапрабху, он забрался на алтарь в это время. And he's saying, I am that Ram, I am that Narayan. He's showing that he is Supreme Personality of Godhead. И он стал провозглашать: я тот самый Рама, я тот самый Нараян, которому, верховная личность Бога, которому вы поклоняетесь. Then he started calling different devotees. И потом он стал звать различных преданных. Gangadas, come here. Гангадас, иди сюда. Do you remember once the Muslim people came to arrest you? Ты помнишь, как однажды мусульмане, они пытались арестовать тебя? The fear that Muslim people will touch your wife, you wanted to run away from your village, crossing the river Ganga. И из страха, что эти мусульмане, они начнут испытать твою жену и твою семью, ты стал убегать от них и хотел пересечь Гангу. But there is no boatman on the bank. Но там не было лодочников. He says, Mahaprabhu, I remember that day. И он сказал: да, Махапрабху, я помню этот день. You know, one boatman came and took you across. Ты помнишь, как один лодочник пришел, был в это время там, на том месте? He says, Mahaprabhu, one boatman came and took me across. Да, я помню, как один лодочник подплыл и забрал меня на другой берег. Mahaprabhu said, do you know who is that boatman? А ты знаешь, кто это был? I am that boatman. I came as boatman to take you across. Это я и есть тот самый лодочник, который пришел к тебе, чтобы забрать тебя на другой берег Ганги. So he was very surprised. You came as a boatman to rescue me. Он удивился, как ты был тем самым лодочником, который спас меня. Then Mahaprabhu said, you don't believe me? И он Гауранга Махапрабху сказал: ты что, не веришь мне? So that day you were crying. When I came, you told me I'll give 1 rupee. I'll give you special boxes, no special hours. Please take me around. Did you tell me that day? Я помню, ты тогда плакал в этот день, и ты сказал, что я тебе дам особое вознаграждение, только забери меня на другой берег. Помнишь этот день? И тогда Гангадас, он просто упал без сознания. So he's calling one after another, Gangadas, then Haridas, then Advaita, Srivas, in showing that he's Supreme Personality of Godhead. И так он один за другим звал различных преданных, Адвейта, Шривас и других. At one point, Mahaprabhu said, go, bring that Sridhar. И в один момент он сказал: идите и позовите сюда Шридхара. Who is Sridhar? Nobody knows who is Sridhar. А кто это Шридхар? Никто не знал, кто такой Шридхар. This is a poor fellow sits on the street corner selling some banana leaves. Who will know Sridhar? Это какой-то бедный, какой-то парень, который продает банановые листья. Кто может знать его? Mahaprabhu, how will we know that who is Sridhar? Махапрабху, как мы узнаем, кто такой Шридхар? You go to the end of the village, from whose house loudly Krishna Nam is coming out, he is Sridhar. Если вы пойдете на окраину деревни, то и тогда услышите, как кто-то очень громко повторяет имена Бога. Вот этот человек и будет Шридхаром. So this Sridhar, a very poor man. И этот Шридхар, он был очень-очень беден. Actually, he's a businessman. Он был бизнесменом. But his business used to do is banana leaves business. Но его бизнесом было это банановые листья, продажа банановых листьев. That time in Навадвипа, every house has a banana tree. В то время здесь у каждом доме были банановые листья. So he would go buy a whole banana tree, chop it up, separate, and the banana, the leaves, inside the called thorn, and sell it in a retail price. И обычно он что делал? Он покупал целое банановое дерево, он разделял его на стебли, большие такие толстые стебли, листья, сами бананы, и потом их продавал. And this businessman Sridhar would earn 10 paisa business per day, 10 paisa. И доход этого бизнесмена всего составлял 10 пайсов в день. 10 rubles
something like that. Not even that. And out of that, 5 paisa, he would do Ganga Puja. And with 5 paisa, he would maintain his family. И кроме того, 5 из 10 этих пайсов, 5 пайсов он тратил на поклонение Ганги и только 5 потратил на себя. He is very truthful like Yudhishthir. Fixed price. Whatever price, that's it. No bargaining with him. Он был таким же очень честным, как Махараджа Юдхиштхира. Если он называл цену, то это вот был fixed price. Это цена, которую должна была колебаться. When devotees running to find Sridhar, at one point they could hear from someone's house loudly, Hare Krishna, Hare Krishna. И они преданно стали искать его, пошли, и вдруг в каком-то месте они услышали вот эти Харе Кришна, повторение Харе Кришна. He will be starting chanting Hare Krishna Mahamantra from the beginning, and more late night, he would be more ecstatical chanting, more loudly. И обычно он начинал повторение с вечера, и к концу дня, к концу ночи его повторение становилось все громче и громче. But nearby neighborhood they can't sleep. Но соседи, которые жили рядом, они не могли спать из-за этого. They become very angry. И они очень были сердиты. They think the poor fellow has nothing to eat. И они думали, что этот бедный парень, очень бедный парень, у него нечего поесть, поэтому он кричит. Too much pain in his stomach. Или у него какие-то боли в желудке. That's why he was shouting and screaming for that. Поэтому он кричит всю ночь. So they reached at Sridhar's house. И так они дошли до дома Шридхара. Sridhar Mahaprabhu wants to see you. Шридхар, Махапрабху хочет увидеть тебя. All Vaishnavas were very surprised. But how Mahaprabhu remembers this banana leaf seller, Sridhar, and calling, bring him here. И он был очень удивлен, откуда эти люди знают меня. Я просто продавец банановых листьев, и они откуда меня знают, и зовут меня. Sridhar, please come, take darshan of Mahaprabhu. Шридар, пожалуйста, иди, пойдем с нами, получишь даршан Махапрабху. Just hearing this, Mahaprabhu remembering me, Mahaprabhu calling me, he has so much ecstasy. Immediately he fainted there. Махапрабху помнит меня. Как? Он может помнить меня, и от этой мысли он упал в обморок. Then when he fainted, they carried Sridhar all the way up to Srivasanga. И поскольку он потерял сознание, то все эти преданные, они просто взяли его на руки и понесли к Шитане Махапрабху. Oh Sridhar, Mahaprabhu said, oh Sridhar, so many lives you have served me. This life I'll really give you some blessings. О Шридхар, ты знаешь, сколько ты жизни поклонялся мне. И сейчас вот я дам тебе особые благословения. So Sridhar, you have served me so much, Mahaprabhu said, you have served me so much. И он говорит, читай Махапрабху, говорит, Шридар, ты так много мне служишь. So Sridhar had one shop on the street corner, his vendor, selling the banana leaves, banana and the mocha, third mocha like that. И обычно где-то на углу какой-то улицы он обычно стоит всегда и продает банановые листья и стебли бананового дерева. So he has fixed price in his shop. И у него просто зафиксированная цена. Mahaprabhu asked how much this cost. И когда Махапрабху спрашивает у него, сколько это стоит, He tells his price. он говорит, сколько она стоит. But Mahaprabhu will give him half of the price. Но Махапрабху дает ему только половину цены. No bargaining, no bargaining. Он говорит, нет, никакой торговли не будет. Цена зафиксирована. Then Sridhar will take away all banana leaves, everything from his hand. Но читая Махапрабху не слушает его и забирает все его банановые листья. Then Mahaprabhu said, why are you doing like this to me? I know you have so much money. Он тогда Читра говорит, зачем ты так со мной поступаешь? Я знаю, что у тебя есть достаточно много денег. Then Sridhar would see the beautiful face of Lord Gauranga. И так он мог видеть прекрасное лицо, Nice tilak on his forehead. прекрасную тилуку на лбу, Beautiful hair. очень красивые волосы, Nice Brahman thread. очень удивительный браманический шнур. And nice chewing the betel nuts. И у него орехи бетеля, которые он жует. Then Sridhar very politely take out all the banana, everything, and say, please, excuse me. Take me, accept me as if I am a dog. Please, I fall in your feet. No bargaining here. И тогда
He takes back and tell, please excuse me, take back all banana, everything. I am your dog. Please don't bargain with me. Get out from here. И тогда Сиддхарта говорит ему: пожалуйста, возьми все то, что ты хотел взять. Никакой торговли не будет, просто возьми. Я просто твоя собака, которая тебе служит. Then Sridhar would say, why you are after me? There are so many shops. Go buy cheapers somewhere else. И он тогда Сиддхарта говорит ему: почему ты именно ко мне подходишь? Так много разных продавцов. Иди к другим и бери у них. Then Mahaprabhu would go more close. No, you are my daily supplier. I will take you only from you. Нет, я знаю, что ты можешь дать мне. You are my daily supplier. Every day. Нет, потому что ты ежедневно, я ежедневно тебя покупаю, я твой постоянный покупатель. Поэтому я прихожу именно к тебе. So at one point, Mahaprabhu said, oh Sridhar, I know every day you are spending so much money for worshipping Ganga. Потом Махапрабху говорит: о Сиддхар, я знаю, что ты каждый день поклоняешься матери Ганги и тратишь свои деньги на это. And if a little bit discount you give me to me, what a big problem for you. Если ты немножко уступишь мне, в чем будет проблема? Now at one point Mahaprabhu said, do you know this Ganga you are worshipping? Who is this Ganga? И потом Махапрабху сказал ему: ты знаешь, что ты поклоняешься Ганге, а ты знаешь, что такая это Ганга? Mahaprabhu said, Sridhar, the Ganga you are worshipping, I am father of Ganga. Сиддхар, Ганга, которой ты поклоняешься, я отец этой Ганги. And Sridhar closed the oh, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. Он, закрывая свои уши, стал кричать: Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. Oh, Nima, you are so naughty. How can you dare to speak like this? You are father of Ganga. О, ты такой шаловливый, как ты можешь такое говорить, что ты отец Ганги? Siddhartha does not understand anything. Oh, Nimai Pandit, this boy, naughty boy. Он не мог понять, он думал, что это просто какой-то шаловливый мальчишка. Sridharer Gyan Vipra Paramachansa. According to Sridhar, this Brahman boy is a very naughty boy. И в соответствии со Сиддхаром, сын Брахмана, это просто такой шаловливый, просто сын. Sridhar cannot tolerate somebody saying, I am father of Ganga. Сиддхар не мог терпеть того, что кто-то может возгласить себя отцом Ганги. Okay, Nima, you take banana leaves, everything, get out from here. I don't have to hear all these things. Тогда он, чтобы не слышать больше вот такие слова, он сказал: все, забирай все эти бананы, банановые листья и иди отсюда, чтобы я не слышал тебя больше. I give you one banana bark, one leaf, one banana, please go. Он дает ему банановую кору, банановые листья и говорит: все, иди отсюда. And then Mahaprabhu, oh, very good. И тогда Махапрабху довольный говорит: о, хорошо, здорово. Mahaprabhu had a habit every day. Mahaprabhu will take this banana leaves of Sridhar and eat prasad on his banana leaves. И у Махапрабху была привычка каждый день покупать у него банановые листья, и он кушал только с этих листьев, которые он брал у Сиддхара. So this is the nature of the Supreme Personality of God. Такова природа Верховной Личности Бога. If devotee, they don't want to give, he will grab from him and take it. Если преданный не хочет что-то давать ему, то Верховный Господь сам забирает у него. Koti haleo abhakter ulti na chahe. It's very rich, opulent. If he is not devotee, Lord will not even look behind him. Но если даже человек очень-очень богат, но он не преданный, Господь даже не посмотрит в его сторону. Shuklambar Brahmachari, very poor Brahman. Shuklambar Brahmachari. Шукламбар Брахмачари был очень бедным браманом. Every day go begging from house to house. He's a beggar. И он каждый день ходил от дома к дому и просил милостыню. One day, end of the day, they are having heavy kirtan evening time, Sridvasa house. И однажды вечером у дома Шриваса Такура был очень такой серьезный, тяжелый киртан. And this Shuklambar Brahmachari entered into Sridvasa house. И Шукламбар Брахмачари, он вошел в дом Шриваса Такура. Mahaprabhu stopped chanting, dancing. В этот момент Махапрабху остановил. He went to Shuklambar Brahmachari. Он увидел Шукламбар Брахмачари и позвал его. He put his hand into his bag. He put his bag, rice he collected, no, begging rice. Put his hand into his bag, took one palm full of rice and eating rice. Он запустил свою руку в мешок, который он собирал пожертвования, и оттуда взял целую пригоршню риса и стал есть его. Then Shuklambar, oh Mahaprabhu, this is not befitting for you. И тогда он сказал: о, Махапрабху, что ты делаешь? Это не для тебя. He does not want to give. He does not want to give.
он не хотел давать ему. But Mahaprabhu by force taking that rice and eating. Но Махапрабху, он силой забрал у него этот рис. So Klambar, do you know? Шукламбар, ты знаешь, In previous life you are Sudama Vipra. что в прошлой жизни ты был Судама Випра, You are very poor. и ты был очень беден. That time also by force I took cheap rice from you. И в то время я также силой забрал у тебя рис и съел. Now you are poor. Сейчас ты также беден. Now by force I take rice and I enjoy out of it. И сейчас я тоже забираю у тебя рис и наслаждаюсь, вкушаю его. So life after life you will become poor. И ты будешь, жизнь за жизнью будешь бедным. And I will take by force from you and I will enjoy. И я буду силой забирать у тебя рис и вкушать, наслаждаясь. Who likes to become devotee of God? Who wants to become poor life after life? Кто хотел бы быть таким бедным из жизни в жизни? Преданным Господу. And finally, Mahaprabhu said, okay, Sridhar, you have done so much. I have got service for me. I will bless you. Tell what bless. No, Mahaprabhu showed him that he is supreme personality of Godhead. His form. И Махапрабху тогда показал ему свою форму Верховной Личности Бога. And Sridhar was singing, he fainted. И когда Шридар это увидел, он потерял Mahaprabhu сознание. touched his head. Махапрабху Махапрабху коснулся его головы. When Sridhar came back to sense, Mahaprabhu said, okay, Sridhar, you chant Stavastuti, means glorify. И когда он коснулся его головы, то когда Шридхар он пришел в себя. И тогда Чайтанья Махапрабху сказал, повторяй, Stavastuti means prayer. Начни молиться. I'm not educated, I don't know how to speak. Я не знаю, что нужно говорить. And all the boys were thinking, these banana leaf sellers, how can he do any prayers? И все думали, ну какие молитвы может возносить продавец банановых листьев. Mahaprabhu said, anything will come out from your mouth. That is a great prayer for me. И Махапрабху сказал, все, что придет к тебе, через все, что ты скажешь, это все будет здорово. Then Suddha Saraswati appeared on his tongue. И тогда Мать Сарасвати, она появилась у него на языке. And so eloquently started praising the supreme personality of И он Godhead. стал очень изысканным образом возносить молитвы. All boys were surprised. How this banana seller chanting so nice glorification. Все были очень удивлены, как продавец банановых листьев может возносить такие изысканные молитвы. And Mahaprabhu said, okay, I'm very happy. И Махапрабху сказал, ну теперь я очень счастлив. Now I'll give you a boon. Теперь я даю тебе благословение. You must get Ashtasiddhi. So much service you have done to me. Ты теперь получишь астасидхи, потому что ты сделал так много служений для меня. Oh, thank you so much. Спасибо большое. Sridhar was very happy. Шридхар был очень счастлив. He was happy? Was he happy? Was he happy? Был ли он счастлив? No. Нет. Then Mahaprabhu said, oh Sridhar, you have done so much, such a great devotee. The Ashtasiddhi is nothing. I'll give you Brahmapada. Тогда он сказал, я вижу, ты несчастлив. Ну да, ты так много сделал служения, поэтому что для тебя астасидхи? Я тебе дам освобождение в Брамане. Position of Brahma. Позицию, я тебе дам пост Брамы. Then Sridhar said, no, don't try to cheat me anymore. Тогда Шридхар сказал, нет, больше не обманывай меня, пожалуйста. Oh, yes, you should get liberation and moksha. Тогда я тебе дам освобождение, мокшу. He said, you are again trying to cheat me? Ты опять хочешь меня обмануть? Then what do you want? Тогда что ты хочешь? Mahaprabhu, all I want, I take birth again and again. И тогда он сказал, все, что я хочу, дорогой Махапрабху, это рождаться снова и снова. No liberation. Никакого освобождения. I don't want any opulence, no austerity. Let me take birth as a poor person again and again. Никакого освобождения, никаких совершенств. Я хочу рождаться снова и снова. Let me take birth as a banana leaf seller, poor banana leaf seller. Быть опять бедным продавцом банановых листьев. Life after life. Жизнь за жизнью. All I want. Это все, что я хочу. That I'll be a poor banana leaf seller sitting on the street. Я хочу быть просто простым продавцом банановых листьев, который сидит на улице. That long, tall Brahman boy
И тот высокий браман, сын брамана, with beautiful lotus eyes, с прекрасными глазами, curled hairs, и очень длинными вьющимися волосами, a nice white Brahman thread. с прекрасным белым сияющим браманическим And шнуром. you bless me, that boy will come every day and he'll be fighting with me and snatch the banana leaves and throw the cola from my hand. That is what I want. И благослови меня, чтобы этот мальчик, сын брамана, каждый день приходил ко мне, забирал у меня банановые листья, и чтобы я мог это видеть снова и снова. So who will understand the greatness of bhakti? Кто может понять величие бхакти? So Mahaprabhu came down just to exhibit, to make us understand who is my devotee, what is the mood of my devotee, what they want for. И Махапрабху пришел специально для того, чтобы понять, кто является моим преданным, каково настроение моего преданного. अपने आचार्य धर्म जगह सिखा by his own behavior, by the behavior of his devotee, he revealed the Gudha-dhana, the most the treasure, hidden treasure, he revealed to the world. И благодаря своему поведению своего преданного, таким образом Махапрабху он явил это бесценное сокровище в бхакти. So hearing like this, Sridhar saying Mahaprabhu crying, Sridhar crying, all Vaishnavas crying, to see the nature of the devotee, followers of Chaitanya Mahaprabhu. И слушая все это, все, кто сидели и присутствовали в этом месте, они все плакали, видя вот эту природу преданного, природу Верховного Господа. What to speak of becoming free from material problems? Что говорить о том, чтобы стать свободным от каких-то материальных проблем? What to speak of going to heaven? Что говорить о том, чтобы подняться до райских планет? Getting liberation. Что говорить о том, чтобы получить освобождение? His devotees, they don't want to go to Bhagavad Dham also. Даже преданные не хотят отправляться даже в обитель Господа. Mama janmani janmanishware bhavata bhaktir ahetikitoi. My life after life, all I want, devotion unto lotus feet. Единственное, чего хотят преданные, это жизнь за жизнью, просто с преданностью служить Господу. This is called a Veda Gopya. Deva Agosha. Demigods, they don't know this truth. И это полубоги не знают эту истину. The Veda cannot imagine, cannot reveal the truths like this. Has to keep it very hidden. Но веды не могут открыть эту истину, они скрывают эту истину. So Supreme Personality Godhead Gauranga Mahaprabhu personally came. Chira adadatta nijagupta beatam. Some treasure, which very hidden treasure was never given before, to give in this age of Kali. И Верховный Господь пришел, чтобы дать то сокровище, которое никогда до этого никто не давал. И Он пришел для того, чтобы преподнести это сокровище. So Sridhar is a great example of Mahaprabhu's Prema Bhakti. И Шридхар является очень величайшим примером преданного Господа Махапрабху. By seeing, by hearing what Sridhar talking, all Vaishnavas crying and rolling on the ground. Wow. И просто благодаря слушанию этого всего, все преданные Господа читания Махапрабху, они просто катались по земле в полном экстазе. Jai Kalagacha Sridhar ki. So we are very, very fortunate. After 500 years, we are sitting in Kalagacha Sridhar's house. Мы очень неудачливы, что спустя 500 лет мы сидим в том самом месте, где жил Калавича Шридхар. Once Mahaprabhu, after doing Kaji, conquered Kaji, with all devotees came here. Однажды, когда было Doing Kirtan, came here, Mahaprabhu came here. после того происшествия, инцидента с Кази, все преданные с Киртаном потом пришли сюда. In one night, Vishwakarma, he met 60 ponds, water reservoirs, so devotees will drink water. И в одну ночь Вишвакарма, он сделал 60 пруд. 60 прудов для того, чтобы преданные могли пить воду. One of those ponds was here, right here. Вот один из таких прудов, колодцев, было вот здесь. But interestingly, Mahaprabhu came to Sridhar's house. Но интересно, что когда Махапрабху пришел в дом Сридхара, Sridhar had a broken water pot. У Сридхара water pot. У Сридхара стояла такая сломанный горшочек для
воды. Iron water pot. Железный горшочек для воды, поржавевший при этом. I don't know, maybe he was using that only pot for everything, for drinking, taking bath, for everything. Я не знаю, но я думаю, что этот горшочек он использует для всего, и для питья, и для всего остального. Для омовения, для питья и так далее. And Mahaprabhu came. Sometimes I feel the Vishwakarma made 60 water pots. You could not drink that water. All he did come to drink water from the iron pot, the Sridhar's house iron pot. He came and drink water from there. И можно себе представить, что Чайтанья Махапрабху, хотя было 60 прудов чистейшей воды, он не пил оттуда, он приходил и пил воду именно с того вот ржавого горшочка, который был у Шидхара дома. This is reciprocation between Bhakta and Bhagavan. Таковы взаимоотношения между Бхактой и Бхагаваном. This is the kind of enjoyment, pleasure they derive. Это то наслаждение, которое можно извлечь из этих отношений. Not from golden plates, silver plates, with lot of nice items, cakes, pizza, pasta. No, not like that. Simple things, but Mahaprabhu enjoyed. Не нужны какие-то золотые тарелки, серебряные тарелки, изысканные явства. Нет, Махапрабху наслаждается вот такими очень чистыми любовными отношениями с своими преданными. So I beg forgiveness because I have to go to Prabhupada group. They're waiting. Я прошу прощения, но мне нужно идти в группу Прабхупады, они ждут меня. Now Vaishnava Maharaj is here, Bhakti Asray Vaishnava Maharaj, Brajavasi from Vrindavan. So he is very eloquent speaker, but he will speak very briefly because he has to go to somewhere else also. So please hear from his lotus mouth. Bhakti Asray Vaishnava Maharaj ki. Харе Кришна. Давайте поблагодарим еще раз Бхакти Пурушоттаму с вами за то, что он поделился таким нектаром около вещи Шидхари и дал свое общение. И я очень счастлив представить Бхакти Ашрай Вайшнава с вами. Вот он в Браджавасе, и он пришел, чтобы поделиться с нами тоже своим общением. Давайте его поприветствуем. Он ученик Гопал Кришна Махараджа, несколько лет назад принял саньяс, вот, и сейчас путешествует повсюду. Я до конца не знаю, где он проповедует, но замечательно, очень скромный, преданный, олицетворение вайшнавских качеств. Харе Кришна. Харе Кришна. Hare Krishna. Харе Кришна. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadavaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Pradbhaktaya Namo Namo Vansha Kalpatarubhyasya Kripasindhuvya Patitanam Pavanam Vaishnavabhyo Namo. Actually, I have to go to temple and I have morning class there. So Я должен пойти в храмовую комнату, там на самом деле, что там у меня класс должен быть по Шримад Бхагаватам. Tara Krishna Prabhu ordered me to come here, so I said I should not miss this opportunity to take all blessings from you. Но Тара Кришна Прабху, он попросил меня прийти сюда, и поэтому я решил не упускать эту возможность. You are devotees from long, long away from Dham. These devotees, they are very far from India and from Holy Dham. Вы все приехали с очень далеких мест. They come all the way and walking in the Dham and taking the benefit. And we are staying here, we are not taking. Вы сделали такой пеший поход по всей Дхаме, и чтобы прийти сюда. So I am interested to take all your blessings. If you can give little, then I can also have same kind of interest. I can develop the interest. И у меня есть это желание также развить такие качества, как у вас. Если вы меня благословите понемножку, то я тоже смогу вот обрести такие качества. Just we are hearing about the banana vendor Sridhar here. Мы здесь слушаем о продавце банановых листьев Колавича Шидхара. We are devotees
we are doing devotional service according to our capacity, just to see Lord and to achieve Lord's abode. Мы совершаем преданное служение в соответствии с нашими возможностями для того, чтобы увидеть Господа и достичь Его обители. And here is an example of a devotee. И здесь есть вот пример такого преданного. He doesn't want to see Lord, he doesn't want to go to Lord's abode. Но на самом деле он не хотел, даже он не хотел, не было желания видеть Господа или достичь Его обители. He is living very simple life and doing his business. Он жил обычной жизнью, очень простой жизнью и делал свой бизнес. And the Supreme Lord from his supreme planet come down and searching for him. Но Верховный Господь не зашел со своей планеты и для того, чтобы найти этого преданного. Not only searching, every day he would come and do some fighting with him, some kind of, and enjoy it. Он не только искал его, но он еще приходил, находил его и начинал с ним такую вот очень удивительную игру, когда он забирал у него эти все его бизнес. Каждый день он это делал. He will come and snatch his water pot and drink water. Он приходил и выхватывал у него этот горшок для воды. And he will tell everybody that Sridhar is showing himself as poor man, but he has too much wealth. He's keeping inside. Но потом Чайтанья Махапрабху говорил, что этот Шридхар, он выглядит очень бедным, но на самом деле он очень много работает и имеет много чего. So what is that wealth? И что это за богатство? The other wealth that thieves will come to steal, but here the Supreme Lord is coming to steal. И что за богатство, которым обладал Шридхар? Обычные богатства, когда привлекаются обычные воры, но богатством Шридхара привлекался сам Верховный Господь. Supreme Lord is Lakshmipati. He doesn't need any kind of this kind of wealth. Верховный Господь, он Лакшмипати, ему не нужны ничего материального ему не нужно. But what that real wealth Sridhar kept, for what the husband of goddess of fortune, the Supreme Lord, he is coming and he wants to steal it. Но то, что богатство, которым обладал Шридхар, это то, что привлекало супруга богини процветания, и именно ради этого богатства он приходил к нему каждый день. That is nothing but unalloyed devotional service. Unalloyed devotional service. Это то, что не может разрушить преданное служение. You can, by the place and by the narration, you can understand that Sridhar was a very poor man. Мы можем понять, что Шридхар был очень бедным с материальной точки зрения. He doesn't have temple. У него не было храма. He was not devotee next to temple. Он не был преданным, который, наверное, жил рядом с храмом. Or any other devotional paraphernalia. Или у него не было каких-то парафиналиев, с которыми он поклонялся. Not much devotee association. Также у него не было какого-то общения с преданными. Because he was so simple and poor fellow. Потому что он был настолько простым и бедным человеком. Every day he has to do his business. Каждый день он должен был делать свой бизнес. And whatever income he will get. И то, что приходило, тем он и жил. He will worship 50% Ganga Devi. А 50% своего дохода он давал для поклонения матери Ганги. And 50% he will maintain his И life. только 50% он использует для своего поддержания. Outward, externally, nobody can recognize him that he is such a eloquent devotee. С внешней точки зрения никто не мог даже понять, что это очень возвышенный, преданный Господа. So we can understand that just by wearing devotional dress, putting kanthi, tilak, staying inside the temple and all these things. И отсюда можем понять, что просто ношение вайшнавской одежды, тилок и прочее Doesn't mean that we are proper devotee. еще не означает, что это делает нас преданными. This is the example of Sridhar. И таков пример Шридхара. He is a poor businessman. Он был очень бедным бизнесменом. Doesn't have any sign of
he's a big devotee. У него не было никаких внешних знаков, признаков, что это великий преданный Господа. But he had so much devotion Но у него было так много преданности, that the Supreme Lord could not resist himself. Настолько, что даже Верховный Господь не мог сопротивляться его вот этому богатству. He would come run every day here. И он, сам Господь приходил каждый день к нему. He will not deal with Aditacharya, Sivas Thakur and many big devotees, but he will come here. Он не делал этого с другими большими, великими преданными, как Адвайта Ачарья, Шивас Тхакур, но к Шридхару он приходил каждый день. So we can understand that devotion is there, but devotion mixed with simplicity. И мы можем понять, что да, это была преданность, но эта преданность была смешана с простотой. And honesty. И простотой и честностью. That will, by that Lord will be pleased. И вот этим именно Господь привлекался. It is said that this place, all this in the this is part of Simantadip or Antardip? Simantadip. It is said that this is Madhuban, and this is Visram Sthal. И говорится, что вот это Симантадвид, это на самом деле место называется, это лес Мадхуван. Visram Sthal. Вишрам Lord is take rest. Resting place. Это место отдыха, где после танца раса гопи и Кришна отдыхают. And Lord selected his resting place as Sridhar Sangat. Yes, Sridharanga. И Господь, Он выбрал вот это место для отдыха, именно вот этот дом Шридхара. Shiva Sangam is a dancing place. Шива Сангам это является местом танцев. And Sridhar Angam is resting place. А Шридхар Ангам это место отдыха. Resting place, yeah. Resting place. Yeah. So this is the same place we are sitting here, where Lord used to come and rest. Именно сюда, вот где мы сидим сейчас, именно сюда как раз и приходил Господь и отдыхал здесь. So as Maharaj was mentioning, when in his Mahaprakash Lila, Mahaprabhu was telling Sridhar, please take something from me. And Sridhar would deny everything and tell, no, I only want that life after life, I want to be like this, and you should come as a Brahmin boy, as in mine, and we would have fight. И как уже упоминал Махарадж, он говорил о том, что когда Махапрабху предлагал ему различные благословения, Шридхар отказывался один за другим, и он сказал, что нет, дорогой Господь, я хочу просто, чтобы жизнь за жизнью ты приходил сюда, и чтобы вот вся вот эта вот твоя игра, она проходила снова и снова, жизнь за жизнью. Mahaprabhu had so much love and affection for Sridhar. И у Чайтаньи Махапрабху было так много любви по отношению к Шридхару. The day Mahaprabhu supposed to take sannyas. И пришел день, когда Махапрабху должен был принять саньясу. So that day, what is Makara Sankranti day. Это был день Макара Санкранти. So many devotees around the Navadvip, they will come and meet Mahaprabhu. Whole day meeting was going on. И целый день приходили преданные со всей Навадвипы, чтобы увидеться с Махапрабху. Sridhar, because he was busy in his business, И Шридхар, поскольку он был занят своим бизнесом, he didn't come daytime to see Mahaprabhu. он не пришел, чтобы увидеть его. He came in late night. Он пришел очень поздно ночью. And he brought a lauki. И он принес с собой кабачок. And late night he said, I just get free from my business. И он пришел и сказал, ну сейчас я свободен от своего бизнеса. So please have it. So he gave this lauki from his house to Mahaprabhu. И он сказал, вот забери это, я принес тебе, дорогой Господь, это вот этот кабачок. And it was late night.
Это было уже поздно ночью. Mahaprabhu was supposed to take rest, and this night he is supposed to go out. И это было уже поздно, и поэтому Господь должен был уже отдыхать, и он должен был уйти для этого. He already planned to leave everything and take sannyas the same day, same night. И вообще он уже предполагалось, что он должен был все оставить, и в эту же ночь он должен был уйти и принять саньясу. But when he saw that Sridhar brought a gift of Lauki for me, Но когда он видел вот этот подарок, который принес ему Шридхар в форме вот этого кабачка, so he changed his program. он поменял свою программу. Just for that small gift of Lauki, Просто ради этого небольшого подарка в форме этого кабачка. he requested his mother, Он попросил свою мать: my dear mother, please make that special item, that Lauki halwa. И тогда он сказал: дорогая мать, пожалуйста, приготовь из этого кабачка халву. If you are taking sannyas, then why you are so much interested for Lauki halwa, Baba? Но если ты принимаешь саньясу, зачем ты так заинтересован в том, чтобы я сделал тебе халву? Actually, Mahaprabhu was not interested for Lauki halwa. До этого он не интересовался вообще халвой из кабачков. But because this Lauki belongs to Sridhars, Поскольку этот кабачок принадлежал that's Шридхару, he doesn't want to leave it. поэтому он не He хотел wants это to taste оставлять. Sridhar's Lauki. И он хотел попробовать вот именно его кабачок. Even the sannyas day, the last late night, he requested mother, please make it, I want to have it, then I will go. И хотя это была последняя ночь, и потом на следующий день он уже будет принимать саньясу, но тем не менее даже вот в такой ситуации он захотел принять кабачок. So this is the proof that how much love and affection Supreme Lord have for Sridhar. Это доказывает тоже, насколько глубокую любовь и привязанность имеет Господь к Шридхару. So devotee like Sridhar, Lord will come to him again and again, but he doesn't want to go to Lord, to his abode. But Lord is coming to his small place. Поэтому, если человек станет преданным, таким как Шридхар, то даже ему не надо будет возвращаться в обитель Господа. Сам Господь будет приходить к нему домой. So that is real devotional service. Вот это и есть настоящее преданное служение. But what we are doing, we are always praying and trying, we should go back to Godhead. Но что мы делаем? Мы всегда молимся и просим, и хотим вернуться домой назад. In this case we are saying, Supreme Lord with Godhead is coming down here. Но в этом случае мы видим, что сам Верховный Господь приходит сюда. That is the kind of devotion Sridhar had. Вот таков вид преданного служения, который был в Шридхара. So we are sitting in such kind of devotees native place, staying place. И вот мы сидим именно в таком месте, вот, в котором все это происходило. Though more than 500 years passed, 500 лет уже прошло. many things have changed. Many things have changed. Многие вещи уже поменялись. No Sridhar is there, no Mahaprabhu is there, no devotee is there. Нет Шридхара больше, нет Махапрабху сейчас, нет тех преданных сейчас. But the same place where Sridhar used to stay, Mahaprabhu used to come and take rest, the place is there. Но место оно осталось. And we are so fortunate to all devotees, we are sitting here in the same place. Поэтому мы настолько удачливы, что мы имеем возможность сидеть в том же самом месте. So at least we can take this opportunity И по крайней мере можем получить эту возможность to pray to this particular land, молиться вот этому конкретному месту, Sridhar's place, Sridhar Sangan, Шридхар Ангам, that when we will be that fortunate enough to have such kind of devotion Sridhar has for Mahaprabhu. Но когда же я буду настолько же удачлив, чтобы обрести такое же настроение, которое было у Шридхара. Though the whole Навадвипа Мандала is spiritual, Вся Навадвипа Мандала, она является духовной. and this particular place, Sridhar Angan, is much more powerful
Но, spiritual also. но это место, оно намного более возвышеннее, чем все остальные места. So it is depending on us how we are praying to this land, and maybe we can get reciprocation. И вот в этом духовном могущественном месте мы можем молиться, чтобы обрести вот эти благословения. So Sridhar is the king of devotee. Таким образом, Шридхара является царем всех преданных. Externally, it looks very poor, very simple. Внешне он выглядел очень бедным и очень простым But человеком. Sri Chaitanya Mahaprabhu always said that no, he has lot of wealth, hidden treasure here. Но Чайтанья Махапрабху говорил, что здесь, в этом месте, Where is огромное hidden treasure? He богатство has nothing, a сохраняется. small hut. Where is he has no bank balance, nothing. Where is the wealth? И где же это богатство? Тут небольшая хижина просто какая-то стояла. Какие богатства могут быть здесь? Then Mahaprabhu declared, you don't know, I know, he has kept everything down here in this yard. Но вы не знаете, говорил он своим спутникам, вы не знаете. Mahaprabhu didn't dig it and take it out. Он глубоко запрятан, его богатство глубоко запрятано This здесь. is the direct word from Mahaprabhu's mouth that the hidden treasure is here in this land. Спрятанные богатства, сокровища находятся здесь в земле, он сказал. Надо просто это раскопать отсюда. Nobody could understand, nobody has taken it out. Но никто не мог понять, о чем говорит Махапрабху. So now, after 500 years, we are here. We can't take it out, but we can remember, take benefit from the top, we can offer our obeisances. И поэтому, находясь здесь, мы можем, находясь на поверхности, мы можем просто начать возносить свои молитвы и предлагать свои поклоны. Но вот это скрытое богатство, они находятся внутри, в недрах этой земли. So we can pray to the place and offer our respect to this place, and then we can get little bit of this treasure. И мы можем молиться вот этому месту, чтобы получить какое-то небольшое количество этого That сокровища. treasure is nothing but the pure devotion of Sridhar towards Lord. Поэтому никакие богатства не могут сравниться с чистой преданностью Шридхара. Sri Sridhar ji ki, bola bacha Sridhar ki, Sridhar Angan ki, Samaveta Bhakta Vrinda ki, Jai Gaura Hari Premanand. Харе Кришна. Давайте поблагодарим Бхакти Аштай Вайшнава Махараджа вот, за такое сладкое общение и раскрытие этой тайны Шридхара, любви Шридхара. Харе Кришна. Thank you for your coming. Харе Кришна. Welcome again. Он идет давать лекцию по Шримад-Бхагаватам, приехал специально. У него сейчас лекция по Бхагаватам, но он приехал, чтобы просто вот побыть с нами некоторое время. Харе Кришна. Я хочу еще представить Шикхи Бахиди Прабху, который является учеником Шилы Прабхупады, тоже пришел сегодня на нашу парикраму. Он хочет кое-что добавить. Пожалуйста, не расходитесь еще. Давайте его поприветствуем. Hare Krishna! I wanted to get the association of the Russian devotees, so I'm here. Я захотел тоже получить общение русских преданных, и поэтому я здесь. Every year I travel with the international group. Я каждый год обычно путешествую в международной, интернациональной группе. And I hear about the enthusiasm of the Russian devotees, so I said, let me come taste the nectar. Я услышал, что русские преданные очень энтузиастичны, поэтому я пришел, чтобы получить этот тоже, попробовать этот нектар. I just wanted to add to the story Maharaj mentioned not many Americans are coming to the festival anymore. Я хотел бы немножко добавить истории, которую рассказывал Махарадж, некоторые подробности и удивительные моменты этой истории. How many devotees have visited America? Raise your hand. Сколько преданных они были в Америке? Поднимите руки. It's a long ways away from here. Это очень-очень далеко отсюда. Is this the holy Dham?
это святая Дхамма, and that is Kalidam. а то Калидхам. Opposites, almost 180 degrees. Полностью на 180 градусов противоположное. So, to come here, when I come out of the temple and I enter to the car, and by the time I come out of the car to Mayapur, 30 hours of traveling. После того, как я приземлился в Америке, When I get into the car in America, and I exit the car in Mayapur for the С residence, момента, когда он сел в Америке в машину, и до момента, когда он приехал здесь, 30 часов занимает. с момента, когда он сел в машину там в Америке, чтобы доехать до аэропорта, и потом сел здесь снова в машину, чтобы приехать в Майяпур, заняло 30 часов времени. one flight is about 17 hours. New York, Delhi, or Qatar, 17 hours. 17 часов полета с Америки сюда, в Индию. Then change planes, А потом пересадка. 6 hours. А потом еще 6 часов. Then Agasura Road to Mayapur. Agasura Road. Дорога Агасура. You know that journey, huh? That's the worst part. Это очень ужасная часть. Такая вот, приходится вот так вот ездить. So very quickly, the first time I came, 1977, Gorpranim. Первый раз сюда приехал в 77 году на гору Пурниму. Also very long flight. Тут тоже очень Very long flight. тоже в то время был очень долгий полет. But do you know the difference? Но знаете, в чем была разница? The whole 747 airplane was all ISKCON devotees. Но разница была разница в том, что весь самолет был набит одними преданными. Can you imagine that? Можете представить? So sweet. Так замечательно. It was in Calcutta did not have international flights at that time. В то время в Калькутте, до Калькутты не приземлялись самолеты с других государств. So they had just extended the runway so that they can receive 747 airplane. The 747, the big airplane. They just made the runway longer so they could get the international flights. Calcutta airport. In the airport in Calcutta. In the airport in Calcutta. Сделали исключение для вот этого большого Боинга, который летел с Америки, чтобы он приземлился в Калькутте, чтобы не в Дели приземлялся, а в Калькутте прямо приземлился. So Rameshwara Swami in charge of the BBT. Рамешвара Свами был тогда, возглавлял BBT. Very clever devotee. Очень разумный, преданный. He found out about this information. Он узнал об этой информации. So he arranged for the first 747 international plane to land in Calcutta to be all Hare Krishna devotees. Это именно он сделал так, чтобы вот этот наш самолет, он именно приземлился в Калькутте. Can you imagine? То есть можете себе представить. All the newspaper, television, all waiting. International flight arriving. И представляете, вот все газеты, телевидение, они оповещали, что интернациональный, что в Калькутте приземляется международный рейс. Americans, Europeans are coming to Calcutta. И американцы, европейцы прилетают в Калькутту. They opened the door. И они открывали двери. Oh, Hare Krishna. И все Харе Кришна. Hare Krishna. То есть, I remember their faces, they were shocked. и они были все шокированы, когда увидели, что это все одни только преданные. I think, why are they looking at us like this? We're Hare Krishna, we're devotees. Так они смотрели, они видели, что они узнавали, что это все They преданные. wanted karmis coming to make money. Они хотели, чтобы это были корми, чтобы можно было получить какую-то выгоду денежную. And on that airplane, you can only imagine, the plane is very big. So in the front one kirtan, in the back another kirtan. Вы можете себе представить огромный самолет, и впереди идет киртан, и сзади идет киртан. All the airline stewardess, they just sat down. They don't do anything anymore. И все вот служители аэропорта, они просто сидели, ничего больше не делали, только смотрели. Because we bring our own prasadam.
И мы начали тогда раздавать просад. У нас был с собой просад, мы стали его раздавать. Prasadam from London. Это просад с Лондона, Prasadam Chicago. с Чикаго, New York. с Нью-Йорка. And then kirtan is starting. И потом начался киртан. And after a while, it's getting so much kirtan. И этот киртан был такой буйный киртан, что все тряслось. The pilot is announcing, no more jumping, stop jumping. И тогда стали кричать, не, стюардесса стала не прыгать, а то самолет сейчас что-то произойдет. Oh, I think, oh wow, going to Mayapur is very nice, huh? Я думал, о, здорово, мы все летим в Майяпур. Как хорошо лететь в Майяпур. Now you have very tiny seat. Но сейчас... Small seat, just cramped like this. Coming now. Но сейчас, когда я летел, это было небольшое место такое, я сидел зажатый, да. I travel in my dhoti. Я путешествую в хоте. Because sometimes people will come and talk to me. Потому что иногда преданные, видя мою хоте, они подходят и начинают разговаривать со мной. Now a little more austere, so not so many devotees coming. It's very, very painful to come. Сейчас не так много преданных приезжают. It takes 3 days to recuperate the time difference and everything. И приходится 3 дня для того, чтобы восстановиться после вот этого перелета. When you go back, 3 days to recuperate. И также 3 дня приходится восстанавливаться Right now it is когда возвращаюсь. Midnight. Сейчас там полночь. Yeah, right now in America, so time is different. Поэтому время разное. So, and of course in America people work so hard, devotees are now all working. So maybe you get 2 weeks vacation the whole year. So no time, you only get 2 weeks. So if I get 1 week for Mayapur, 1 day is normal and 3 days is tired because of changing time. Обычно нужно 3 дня для того, чтобы восстанавливаться после Америки, после перелета. Anyway, они работают там очень тяжело и отдыхают всего 2 недели только. Им отдых у них всего лишь 2 недели, потому что они очень сильно много работают, зарабатывают деньги. so if you all get opportunity, Ну, у вас есть возможность, you please come to America если у вас есть возможность, пожалуйста, приезжайте в Америку. so we can make some ashram devotees. Мы сделаем там ашрам с преданными. Yeah, people who just serve, no working, just serve in the temple. Они будут просто, не будут работать, просто будут служить в храме. Then we can have another 747 full of Americans coming to И Mayapur. тогда у нас тоже будет 747-й Боинг, наполненный преданными сюда. Srila Prabhupada ki. I want to add something about that flight 747. I was there too. Я тоже был там, в этом рейсе, 747-м рейсе. So we landed in Calcutta. Мы приземлились в Калькутте. Then we left India to go back to America and Canada. I'm from Canada. Затем, когда мы оставили Индию, опять вернулся опять в Канаду. So the devotees, they bought a lot of stuff in India. They bought dhotis, saris. И для преданных было очень много всего, что они приобрели здесь, в Индии. I remember we were in Mayapur and they were loading the bus with suitcases and bags people bought. And there was one lady, I don't know where she came from, she had a parcel, and the parcel was big like the carpet here, about 6 feet high. И когда мы загружались в автобус, чтобы поехать в аэропорт, очень было много всяких чемоданов, всяких вот всего-всего. И у одной матаджи был такой чемодан, огромный, просто он занимал очень большой, он был и высокий, и очень широкий. Anyway, what happened is when we took the plane to go back, the plane couldn't take off. There was too much baggage inside. И когда вот этот служители аэропорта хотели принять у нее вот этот чемодан, они не могли его принять, потому что он был настолько тяжелый, что его невозможно. So I think the plane went and didn't take off and came back, and we had to unload stuff. И самолет не взлетел. И он сделал попытку взлететь, но потом вернулся назад опять для того, чтобы разгрузиться. Anyway, those were the good old days. Это были замечательные дни.
старые дни. Харе Кришна. Давайте поблагодарим вот, наших замечательных вайшнавов Шики Махиди Прабhu и Гош Такур Прабhu. Харе Кришна. Шила Прабхупада Ке! А сейчас мы отправляемся на переправу и переплываем вот, на другую сторону Джаланги, и там у нас дальнейший переход будет.